Вчера я пересмотрел видео на YouTube, снятое около года назад. Автор показывал различные жилые районы, где живут айдолы, и на этот раз он гулял по Итэвону. Его целью было добраться до нового дома Чингука, и по пути он объяснил, что до него около 10 минут ходьбы. Затем, присмотревшись к видео внимательнее, я заметил кое-что. Место, по которому шел этот мужчина, было точно таким же, как то, где Тэхён снимал свое первое видео со снегопадом. Тропа, деревья, то, как падал снег в ролике, все совпадало с обстановкой на видео. Тот факт, что Тэхён был там в тот момент, указывал на то, что он находился очень близко к дому Чингука. Мы не уверены, были ли они вместе в тот момент, но близость двух мест заставила эти детали бросаться в глаза. Для многих фанатов такие моменты не остаются незамеченными, поскольку Тэкук часто оставляет подсказки, которые, хоть и небольшие, идеально совпадают. Интересно, что Тэхён выбрал именно это место для съемки и загрузки видео, что говорит о его особой значимости для него. Возможно, это была просто обычная прогулка или момент, которым он хотел поделиться из-за красоты первого снега, но контекст, окружающий это событие, имеет особое значение для тех, кто следит за их отношениями. Со временем поклонники Тэкука поняли, что им не нужно видеть их вместе лично, чтобы понять, что они остаются связанными. Иногда достаточно даже мелких деталей, и при внимательном рассмотрении они показывают, что их связь остается крепкой. Подобные совпадения повторялись несколько раз, казалось бы, простые моменты, которые в итоге раскрывают больше, чем кажется на первый взгляд. Хотя некоторые критиковали или ставили под сомнение каждый жест или движение между ними, выделяется именно последовательность этих подсказок. Эти подсказки – не громкие заявления или показные действия, скорее, это небольшие фрагменты их повседневной жизни, которые в конечном итоге говорят сами за себя. Вот почему, если вы посмотрите на детали этого первого снегопада и свяжете их с близостью дома Чингука, вы поймете, почему так много поклонников чувствуют, что между ними существует некая неразрывная связь. Нет необходимости преувеличивать или создавать сложные теории, достаточно посмотреть, как эти закономерности повторяются, как они движутся в одном пространстве и как, даже не говоря об этом, они демонстрируют свою тесную связь. Тэхён поделился видео без объяснений, но естественность его поступка и выбранное им место ясно показывают, что это был важный для него момент. И если это место напрямую связано с Чингуком, то это поистине прекрасно, потому что это еще раз показывает нам их связь. В жизни бывают моменты, которые оставляют неизгладимый след. Не только из-за того, что произошло, но и из-за усилий, которые требуются, чтобы продолжать двигаться вперед, когда проще всего было бы сдаться. На протяжении многих лет это было постоянным спутником Тэкука, их испытания, их одиночество и то, как они всегда находят способ поддержать друг друга, что бы ни случилось вокруг. Часто говорят, что мы никогда по-настоящему не узнаем, с чем столкнулся наш Тэкук или что он продолжает переживать сегодня. Детали, ускользнувшие от камеры, скрытые жесты за их улыбками и цена, которую они заплатили, отдавая все публике, пытаясь сохранить свою связь. Между выступлениями, обязательствами и важными решениями им пришлось научиться защищать, беречь и ценить любовь, которую они создали вместе за эти годы. Один из самых трудных моментов для них наступил на церемонии вручения премии «Мама» 2018, когда Джин объявил, что BTS рассматривали возможность распада группы. Это был неожиданный момент для миллионов, но, что еще важнее, это был сокрушительный удар для участников. Чингук заплакал, услышав эти слова, но, увидев слезы Тэхёна, то, что он редко показывал на публике, он изменился. На несколько секунд он отложил свою боль и подошел к Тэхёну, без колебаний обняв его на глазах у всех. Для многих из нас это объятие навсегда останется в памяти как один из самых ярких примеров того, как они поддерживали друг друга в трудные времена. Позже Тэхён рассказал, что тот год был одним из самых трудных для него и Чингука. Он сказал, что они много разговаривали, плакали вместе и им никому было обратиться за советом по поводу того, через что они проходили. Несмотря ни на что, они решили двигаться дальше и продлить контракты с группой. В разгар их сомнений письма Шуги к Тэхёну оказали значительную поддержку.
Эти слова помогли им сохранить спокойствие, поразмыслить и найти в себе силы двигаться вперед. Теперь, кажется, история повторяется, но в других обстоятельствах. Многие видели слова Намджуна на его недавнем концерте, и, что вполне понятно, это вызвало вопросы, идеи и эмоции среди фанатов. Ясно, что образ идеально сплоченной и стабильной семьи больше не соответствует действительности. Все это еще больше усилило ощущение того, что Текук в этой обстановке несколько изолированы. Речь идет не об исключении кого-либо или создании конфликта, а скорее о признании того, что они неоднократно демонстрировали, что, когда становится трудно, они ставят друг друга на первое место. Каждый имеет право на свое мнение, и совершенно нормально соглашаться или не соглашаться. Однако то, что произошло на концерте Намджуна, заставило многих фанатов еще больше укрепить идею твердой поддержки Текука, потому что, помимо внешних комментариев, они всегда демонстрировали взаимную поддержку. Сейчас, как никогда, многие доверяют тому, что Текук выражает своими действиями, жестами и решениями. Им не нужны громкие речи, чтобы донести друг до друга свои мысли. И по мере того, как они движутся вперед, преодолевая новые этапы и готовясь к будущему, рядом с ними останутся люди, фанаты, которые их поддерживают, УГА, выпускники 97-го года и все, кто чувствует, что их единство имеет особую ценность. Именно поэтому преданность их поклонников остается непоколебимой. Они слушают их, уважают их личное пространство, радуются их росту и помнят, как важно видеть, что они будут заботиться друг о друге в будущем. В самые трудные времена Текук уже сталкивались с трудностями, но они выстояли с непоколебимой стойкостью. Поддержка, забота о них и защита их истории – это то, что многие будут продолжать делать, поскольку связь, которую они построили, остается крепкой даже тогда, когда их окружение, кажется, рушится. В наши дни Текук редко появляется на публике или в ситуациях, когда их чаще видели вместе. Со временем они прошли через различные этапы. В одних их близость была более заметна, в других они предпочитали оставаться в тени. Однако их связь не ослабела за эти периоды. Напротив, многие из жестов, которые они демонстрировали в прошлом, показывают доверие, которое не нужно повторять ежедневно, чтобы доказать, что оно все еще существует. Это тот вид связи, который остается крепким, даже когда меняется окружение или когда их личные дела заставляют их заниматься другими делами. Для поклонников, которые следят за Текуком с самого начала, такие отношения не нуждаются в постоянных доказательствах. Вот почему роль их поклонников заключается в том, чтобы оставаться уважительно присутствующими, слушать, что каждый из участников рассказывает о своем пути, давать им пространство, радоваться успехам друг друга и так далее. И осознали ценность того, как они поддерживают друг друга в трудные времена. Короче говоря, хотя их искренние проявления чувств теперь случаются реже, то, что они построили, не утратило своей прочности. Отношения Тэхёна и Чингука не нуждаются в постоянных доказательствах, чтобы оставаться крепкими, и те, кто следил за их историей, знают, что самое важное никогда не зависит от внешности или публичных проявлений.